Я всегда говорила, для тех людей, кто приходил на семинары, на практики, что каждый день есть очень важный и ценный. И ценность жизни наступает, когда мы понимаем, что все быстротечно, и тогда мы по-другому смотрим на события, на себя, на взаимоотношения. И начинаем ценить самое важное, того, что, может быть, мы не давали ценности, того, что мы не видели за скоростью, беготней, суетой. И для меня этот опыт случился давно в моей жизни. Я очень благодарна, я очень рада, что я прошла инициацию смерти. И по сей день это является моей поддержкой, основой в том, чтобы смотреть, как жить, на что использовать время, ресурсы, силы и во что вкладываться. И я думаю, что для всех, для нас, жителей на Земле, то есть это становится очень ярким, очень проявленным. И, конечно, когда мы встречаемся со смертью близких, родных, а встречаемся все, потому что это часть нашей жизни, часть пути, то мы очень много переосмысливаем, мы очень много начинаем чувствовать, ощущать то, что могли не чувствовать, не ощущать, когда мы находимся очень сильно в голове, когда мы проживаем свою жизнь через мыслительный процесс. Вот. И сейчас мы живем действительно очень такое непростое время, хотя на Земле это время было постоянно, в зависимости от того, где, в какой территории мы живем. И сейчас оно становится более проявленным, более актуальным для всех, как бы осознавание. Не в том, что этого не было, а в том, что осознавание приходит для всех. И я бы хотела сегодняшнюю практику, медитацию посвятить сначала, как всегда, очищению себя, очищению своих сторон души, в которые мы могли не ходить, которые мы могли не смотреть, не видеть. И у нас, как всегда, большой накопленный опыт, который мы могли не прожить, не трансформировать, не направить туда свет, не направить туда энергию исцеления, любви. Потому что пока мы не научимся исцелять себя, пока мы не осветим свои темные части. И темные части — это не обязательно, что это что-то очень плохое. Темные части — это также что-то больное, что нуждается в любви, что нуждается в прощении, что нуждается в принятии. И мы не можем помогать другим, мы не можем нести этот свет для других. А сейчас для всех, для нас это настолько важно, это настолько актуально поддерживать себя и поддерживать близкий круг людей, которых мы знаем, делиться своей любовью, делиться
своей мудростью, делиться своим опытом, как мы можем проходить исцеление, очищение, как мы можем прощать, как мы можем исцелять. И, естественно, в первую очередь себя. Вот, поэтому мы сначала пройдем медитацию на освещение своих темных сторон. И у нас еще преддверие новолуния, и Луна, которая будет также направлять особый свет в те стороны, которые были не освещены. И мы видим, что сейчас очень много всплывает всего такого бессознательного, коллективного, и того, которого было накоплено многие года, а может быть и больше. И нам важно очень оставаться в своем присутствии, нам важно, когда всплывает так много хаоса, так много боли, тревог, страха, гнева, уметь трансформировать эту энергию через себя и уметь соединяться с нечто большим, с той изначальной сутью, той изначальной силой, мудростью, любовью, которую мы называем Бог, Вселенная, божественное пространство. И то есть все в мире относительное, все непостоянно. То есть и мы живем в этой жизни свой срок, и но нам очень важно, как мы проживаем эту жизнь, что мы проходим, то есть чему мы можем дать развитие, рост, чему мы можем дать любовь, поддержку, принятие, как внутри, так и снаружи. И пройдя через разные сложности, оставаться человеком, человечным, и при этом оставаться чувствительным, чувствующим, мужчиной или женщиной, хотя, то есть это может быть действительно очень сложно, когда так много поднимается негатива и так много поднимается хаоса. И мы все, конечно, не зря в этом времени родились, потому что у нас есть на то потенциальность, связь с этим временем. И, естественно, может быть, когда-то мы не прошли подобный опыт, и, может быть, когда-то мы не смогли подняться наверх. И сейчас в этом времени у нас есть эта возможность, чтобы пройти, чтобы подняться в своей эволюции, чтобы подняться в свое пространство души и сердца, связь с духом, с своей мудростью. Может быть, когда-то мы не смогли сделать это движение в каких-то своих прошлых жизнях, а может быть, в этой жизни. И у нас есть большой шанс, чтобы мы могли сделать шаг навстречу единству, навстречу любви, навстречу мудрости. У нас всегда был выбор, у нас всегда есть выбор, у нас всегда будет выбор. И помнить ценность этого воплощения, этой жизни, что у меня всегда есть выбор пройти в единство, пройти выше, либо вернуться назад, на те круги, которые мы могли проходить много-много раз, и не одну жизнь.
Вот, так что я думаю, что каждый из нас очень часто задает эти вопросы, мысли, что я сейчас выбираю, и чему даю энергию, чему даю пространство. Ну что, мы садимся удобно. Сначала мы пойдем в путешествие исцеления, очищения себя, а потом развернемся в пространстве Земли, нашей планеты, наших мест, городов, стран, где эта энергия нужна и важна. Может быть, как никогда. Мы соединяемся с дыханием, делаем 3 глубоких вдоха, выдоха. Чувствуем тело, чувствуем, как мы дышим, чувствуем плотность тела. И все переживания, все чувства, эмоции, образы, мысли еще раз делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Возвращаем внимание в нашу голову. Наполняем нашу голову светом, дыханием, присутствием, шею. Выдыхаем все напряжение, горло. С каждым вдохом и выдохом мы соединяемся с бесконечной энергией Вселенной, пространством божественного измерения. Соединяемся небом и землей. Мы проходим наши плечи, руки, грудную клетку, спину, лопатки. Диафрагму. Продолжаем дышать через все тело. Проводим внимание, энергию в спину, поясницу, крестец, копчик. Опускаемся в бедра, ноги. Расслабляем колени, стопы. Представляем в своем сердце сияющий свет. Вокруг нас радужную сферу. Соединяемся с сознанием, душой, Матерью Землей и божественным аспектом изначальной Великой Матери всех Вселенных, всех галактик, всех систем. Из нашего сердца соединяемся с Творцом, Отцом, Творцом, Создателем всего пространства, освещающий духом, сознанием всю материю.
все бесконечные галактики системы, наполняющие нашу планетарную систему. Соединяемся с сознанием всех просветленных существ вне времени, пространства, со всеми мастерами. И соединяемся с элементами Вселенной. Соединяемся с нашей световой семьей. И звездной семьей. Соединяемся с родом Земли. И устраиваем намерение на очищение, исцеление всех своих уровней. Бессознательных, сознательных, сверхсознательных. Мы проходим в наш уровень Земли, материи, уровень силы, первого центра. Связь с родом, связь с Землей. Энергию в разделенности, насилия, бессилия. Направляем свет, исцеление, очищение на все страхи, которые у нас находятся, принятые и непринятые. Страхи мы трансформируем в доверие, доверие к жизни, доверие к Божественному. Смотрим, где живут эти страхи. Может быть, они сейчас находятся глубоко в пояснице, в крестце, в сакральных, сексуальных органах. Может быть, почки, надпочечники. И наполняем доверие, связью с жизнью, с землей, наше тело, наши бессознательные уровни. Восстанавливаем корни. Если есть голод, мы наполняем щедростью, достатком. Также жадность трансформируем в наполненность. Может быть, если есть ощущение, что земля ушла из-под ног, восстанавливаем наши корни, соединяемся с землей. И гармонизируем себя из полярностей. Если наша энергия либо в насилии, либо в бессилии, возвращаем в баланс, в центр. Связь со всей землей.
Если ощущение страха и холода, мы наполняем заботой, поддержкой, теплом. Расслабляем наши органы, расслабляем нашу систему. Наполняем изначальной жизненной энергией. Лед и холод наполняем теплом солнца, жизни, света. Энергией нервозности наполняем силой жизни, стабильностью. Соединенности со своим духом, с Богом и богиней. Богиней Вселенной, Богом Вселенной. Если эти переживания также идут от нашего рода, мы наполняем эту энергию стабильности, любви, укорененности наш род. Через себя, через свои связи. Гармонизируем, укореняем себя и наш род. Всех близких, родных, где бы они ни были. Выдыхаем боль, страх, напряжение. Наполняем энергией жизни, укорененности, стабильности, доверия. Полноты. И освещаем состояние психическое. Смотрим состояние нервозности, напряжения, гармонизируем наше психическое состояние, нашу нервную систему, также нервную систему в нашем роду. Представляем это как электричество, которое перенапряжено. То есть мы гармонизируем это электричество через наши связи, через наше тело, через наше сознание и душу. Представляем, что нервная система гармонизируется, успокаивается, стабилизируется. Гармонизируется гормональный фон. И все органы, всю систему возвращаются в баланс. Возвращается стабильность. Проводя через себя энергию Земли, энергию неба. Стабилизируется наша система души, тела, сознания. Стабилизируется система рода. Все конфликты, стрессы, напряжения гармонизируются, очищаются.
Я прощаю, я прошу прощения. Я отпускаю. Я прощаюсь со всеми негативными сценариями, бессознательными, коллективными, и растворяю это в своей системе, и растворяю это в родовой системе. Сценарии разрушения, разделения, конфликта. Вывожу из своей системы, очищаю и вывожу из родовой системы. Мы проходим в человеческую систему, в бессознательную, коллективную. Мы проводим туда энергию очищения света, любви. Очищаем негативные сценарии войны, разделения, конфликтов, борьбы на национальном, коллективном, человеческом. Проводим туда энергию исцеления, очищения, где есть борьба, насилие, злость, агрессия. Мы наполняем добротой, прощением. И смотрим, где есть разрывы, надломы в системе коллективной, бессознательной. Наполняем туда светом, устанавливаем эти связи, родовые, коллективные, стран, где сейчас это разрушено, где сейчас происходит насилие. Очищаем через любовь, сострадание, доброту, прощение. Через свое тело, сердце, сознание мы проводим туда, где есть раскол. Смотрим все расколы в своем сердце, в своей душе, в своем теле, в сознании. И соединяем этот раскол. Мы представляем, как рана кровоточащая, которая кровоточит сейчас. Мы направляем туда любовью. И клетки, которые в разделенности, разорваны, как на уровне тела, так на уровне родов, стран, людей. Мы наполняем туда энергией любви. Представляем, как клеточки, также из сознания душ людей, которые сейчас разорваны, которые сейчас кровоточат. Мы наполняем энергией любви, восстановления. Мы представляем, что эти клеточки восстанавливаются, соединяются, как в поле родов, так в поле национальностей, стран, городов.
что вся энергия Земли, Матери, Великой Матери, миров, Земли, Великого Отца посылает любовь, мудрость, соединение, исцеление, восстановление потоков любви, жизни, связей. Везде, где сейчас они разрушены. Мы также открываем канал перехода на тех душ, которые сейчас уходят. Соединение с божественным сознанием, просветленным измерением. На очищение их состояния души. Очищение, смятение, боль, злость, агрессию. Всех душ, которые сейчас переходят. Через прощение, отпускание, доброту. Чтобы все души могли вернуться в божественное пространство дома, божественное сознание. Мы представляем потоки света во всех местах, где сейчас души переходят, чтобы они могли подняться высоко, пройти через конфликты, пройти через насилие, пройти через ненависть, вернуться в изначальную природу, откуда мы все пришли. Остановить потоки любви, божественной любви в сознании человечества, мудрости, единой семьи, единого измерения, чтобы все невежество, мрак, заблуждение могли очиститься мудростью, ясностью, светом, любовью. Безумие могло перейти в мудрость, осознанность, зрелость, сострадание. Как бы люди далеко не ушли в темноту, в бездну, в нижние миры, через божественное пространство направляем свет, мудрость, любовь, прощение.
Мы восстанавливаем эту мудрость, этот свет, чтобы все человечество могло вернуться в ясное присутствие, в мудрость, в любовь, сострадание, человечность. Все помутнения, которые сейчас есть в сознании, в человечестве, мы наполняем светом, божественным светом, божественной мудростью через свое сердце, сознание, душу. И объединяясь с единым светом, изначальным божественным измерением, через свое сердце, душу, тело, наполняем этим светом там, где мы есть, наши дома, города. Страну, в которой мы живем. Страны, с которыми мы рядом находимся. Мы восстанавливаем ткани человечества, душ, клетки. Там, где есть эти разрывы. Наполняем светом, любовью, исцелением все человечество, всех существ. Мы оставляем это световое измерение вокруг Земли. Мы оставляем это световое измерение в тех местах, где мы живем. И каждый раз, когда мы будем вспоминать об этом измерении, будем укреплять это поле исцелением, любовью, очищением. Мы благодарим Божественное сознание Матери Земли, Божественное сознание материнского аспекта всех форм Вселенных. Мы благодарим сознание Творца, Отца, всех просветленных существ, вне времени и пространства. Мы благодарим хранителей, защитников, ангелов, архангелов, хранителей времени, хранителей кармы. Мы благодарим всех существ, кто принимал участие, принимает участие в восстановлении мира, исцелении любви, восстановлении потоков любви во всем человечестве. Мы благодарим всех душ, которые сейчас пришли сюда, которые поддерживают
это пространство мира, созидания. Мы благодарим наше световое семейство и наши рода, наше продолжение. Мы благодарим друг друга, все, кто сейчас принял участие. Мы очень мягко возвращаемся в свое тело через вдох и выдох. И мы оставляем это поле постоянно активным. Каждую минуту, каждую секунду. Каждый раз, когда мы будем вспоминать об этом пространстве, мы будем включаться и активировать это измерение. Поэтому, когда вот только вы вспоминаете об этом измерении, помните, что вы постоянно участвуете в процессе исцеления и восстановления мира. И даже одной минуты, одной секунды очень много, чтобы вспомнить это пространство, чтобы наполнить это своим дыханием, своим вниманием, своим присутствием. И давайте поддерживать это время каждый как может, нашу планету, Землю, человечество, жизнь. И от нас бесконечно много зависит. Эта минута, наше будущее. Вспоминать о своем участии, вспоминать о своей силе, вспоминать о том, что каждая молитва приумножает мир. Так же, как каждое сомнение, страх приумножают разделение. Давайте принимать участие в каждый момент соединения, сотворения мира. Где бы мы ни были, в какой бы минуте мы это не вспоминали. И в это время у нас может открываться огромная потенциальность. Знаете, когда очень тяжелые периоды, мы можем не только вспоминать огромную силу, которой мы обладаем, но мы можем вспоминать свои ресурсы, свои возможности. И в моем опыте жизни я начала проводить исцеление в тяжелые моменты, когда заболела тяжело моя бабушка. И меня тогда никто не учил, и даже не было времени учиться. Я просто настолько сильно захотела ей помочь. Я настолько сильно обратилась с зовом к Божественному и попросила: помоги мне открыть эти способности исцеления. Я просто стала это делать каждый день. И когда я это делала, в это же время я и обучалась. И у нас сейчас действительно нет времени на сомнения, на том, чтобы сомневаться в себе, на том,
чтобы не верить, что мы есть дочеря и сыновья Бога. Нам важно проявлять эту природу каждый момент, каждый день, наполнять этим светом этот мир, это время. И верить в себя, верить, что мы можем гораздо больше, чем мы можем себе представить. Уходить на самый световой уровень, выходить на самую суть своего бытия. И учиться вспоминать себя в этом качестве, в этом свойстве, в этой силе. И когда мы открыты к этому обучению, когда мы открыты к возможности, чтобы проявить эту силу, проявить этот свет, это происходит. И также у нас в это время может происходить, знаете, как пробуждение, просветление, потому что все трясет, и энергия очень сильная, огромная проходит через наше тело. Если мы остаемся в присутствии, в ясности, сначала эта энергия ощущается как ужасом, страхом, перенапряжением. Но когда мы проходим дальше, когда мы проходим свой дух, свою силу, она меняет направление. То есть то, что разделяло, то, что было в хаосе, она начинает подниматься наверх. И таким образом пробуждается наша кундалини. Таким образом мы можем распознавать единое пространство, единое измерение. И это время действительно очень важно оставаться в присутствии, чтобы позволить этой энергии, которая трясется и переживается от переживаний, пропустить ее дальше, выше, чтобы мы могли подняться из страстей в мудрости, чтобы мы могли эту энергию преобразить в ту изначальную потенциальность, в которой мы являемся. И как ни странно, именно в это время очень большие шансы к пробуждению. Не теряйте это время. И еще раз, каждый раз вспоминайте, что мы все здесь временно. Вопрос только, сколько каждому из нас это время. Используйте каждый день, чтобы можно было пройти в свою суть, пройти в единство, мудрость. И мы все проходим сейчас очень много смертей, разного уровня смертей. И одно из качеств человека, который идет по пути духа, научиться осознанно проживать смерть. Всегда, когда мы соединяемся с нашим духом, с божественным сознанием, тогда мы распознаем, как проживать смерть из момента в момент, как помогать телу, как помогать психике, как помогать душе.
И еще я хотела сказать, что в ближайшие субботу и воскресенье будет посвящен также семинар восстановлению своих ресурсов, силы, возможностей через разные практики, способы, методы, чтобы мы могли восстановить себя, укрепить себя. И еще раз восстановить связь с землей и с небом. Еще раз почистить наши негативные сценарии, не только наши сценарии, а общечеловеческие. И семинар будет 2 дня. И я сделала ценную половину того, что раньше это было 8 тысяч первая оплата. Сейчас я сделала 4 тысячи за 2 дня поддержкой в том, чтобы вы могли проходить сейчас эти практики, эти процессы. И также следующие будет суббота, воскресенье, продолжение этих практик, потому что я чувствую, что сейчас очень важно, необходимо себя поддерживать на всех уровнях, так как процесс, который мы будем проходить, он не будет быстрым. Мы сейчас вошли в турбулентное время, и сколько мы будем его проходить, пока неизвестно. То есть это не месяц, не 2, не 3. Поэтому нам очень важно поддерживать себя в жизни, возвращать свои ресурсы, возвращаться к здоровью, восстанавливать свой иммунитет, также гормональный фон, потому что от нашего здоровья и состояния зависит, насколько мы в состоянии проходить все этапы жизни, насколько мы в состоянии помогать себе и, естественно, нашим близким, родным, друзьям и людям, которых мы знаем и любим. Вот. Так что я еще сделаю отдельную встречу, чуть более подробнее расскажу о практиках, процессах. Но то, что я сейчас вижу необходимым, давать именно такие практики, поддерживающие, восстанавливающие все связи. И, естественно, также будут практики перехода, потому что нам важно понимать, как нам проходить процессы смерти, как внутренние, психические, психологические, так же, как и физические. Вот, мои дорогие, любимые. Нам важно укрепляться в духе, нам важно укрепляться в своей светоносной природе. И то есть первый семинар будет посвящен очень много восстановлению, а на следующий семинар я бы хотела тоже дать пространство за пределами тела, потому что когда мы снова восстанавливаемся с этим измерением, когда мы видим пространство вне тела, вне человеческой жизни, откуда мы пришли, то нам гораздо легче принимать циклы жизни, и нам гораздо легче отпускать этапы жизни. Потому что если мы не помним, откуда мы пришли, мы тогда так сильно перекрыты страхом смерти, что мы перестаем понимать и видеть причинно-следственную связь. Мы перестаем
помнить и знать, зачем мы здесь, для чего мы пришли в эту жизнь, что нам важно прожить в этом периоде, в этом этапе. И когда мы видим пространство за пределами тела, то мы также глубоко расслабляемся. Мы не цепляемся за временный процесс, но при этом мы можем максимально ясно проживать эту жизнь. Потому что как только мы начинаем цепляться и бояться смерти, останавливаются все потоки жизни. Но когда мы учимся доверять, и когда мы видим пространство не только я и тело, а пространство своего изначального дома, изначального измерения, то нам гораздо легче жить более тотально, в доверии. И когда мы больше расслаблены, естественно, мы находимся в большей ясности, тогда мы делаем правильные действия. Потому что как только у нас перекрывает состояние расслабленности, ясного присутствия, мы можем из паники делать много действий, которые неблагоприятны для нас во всех смыслах. И чем больше этого ясного присутствия, тем больше понимания, что действительно нужно делать сегодня, завтра, что необходимо, как позаботиться о себе, как позаботиться о семье. И если даже, то есть нужно сделать какие-то переезды, либо какие-то заботы о своей жизни, то есть тогда мы можем сделать это из ясного понимания. И это очень-очень важно. И лично мне было гораздо сложнее, знаете, как укорениться в теле и в форме времени, потому что изначально был опыт памяти прошлого и запредельного пространства. И потребовалось время, чтобы освоиться в теле и восстановить баланс между жизнью, между телом и духом. То есть мне всегда было тесно. И сейчас тесно в теле. Вот. Поэтому я действительно очень хочу поделиться и не только этим опытом, а как быть с этим пространством, как тоже быть гораздо больше, чем телом. То есть что из пространства нашей души, что из пространства нашего духа, оно бесконечно большое. То есть и когда мы восстанавливаем вот эти связи, когда наш взгляд не только из этой точки, а наш взгляд гораздо больше, то, конечно, гораздо проще и яснее мы можем проживать эту жизнь каждый день. И тогда мы тоже понимаем, что на какие вещи нам не нужно тратить время, потому что это может быть пустое, и это не особо значительное, а что, чему нужно посвятить свою жизнь и каждый день.
и, может быть, даже каким-то вещам, которые мы не замечаем, когда мы находимся слишком сильно в голове. Но если мы понимаем, что здесь я временная, то с другим качеством ценности можно проживать каждый момент. И благодарностью. Благодарностью, что мы проживаем этот опыт в теле, как мужчина, как женщина, как человек. И при этом чувствовать и видеть как бы из другого состояния, что это временно. И, конечно, то, что сейчас происходит, у нас приходит память, естественно, различных войн, в которых мы участвовали, в которых мы были в прошлых жизнях. И мы были с разных сторон, в разных странах. И когда мы тоже видим эту большую картину, тогда мы понимаем, что невозможно зацепиться только за одну территорию, за одну национальность, за одну форму. Потому что в душе у нас огромный опыт различных стран, различных национальностей, культур. И с одной стороны, быть ценностью того, что мы проживаем какую-то культуру, традицию, но с другой стороны, не быть ограниченным этой культурой, национальностью, страной. Потому что для всех, для нас сейчас дом — это земля. И ценить не только свою национальность, ценить всех людей. Ценить то, что мы разные, ценить то, что у нас есть опыт этой разности. И видеть из пространства духа, где наше единое состояние со всеми, где наше единое измерение. Знаете, когда ушел мой мастер, коренной учитель Намкай Норбу, и я знала, но его уход где-то за полгода, мне приснился сон, и когда я проснулась, я поняла, что мне очень важно его увидеть физически, в теле, хотя связь всегда была также всегда в душе и на расстоянии. И это тоже была не одну жизнь связь. И когда мы приехали, и эта встреча, тоже была последней, я увидела в том, насколько он красиво, глубоко и сильно держит себя в присутствии из любви, хотя тело испытывало огромную боль, и он долго жил в этой боли, но дух и сознание было настолько сильным, чтобы держать это пространство любви и держать вот это измерение мудрости, чтобы у людей была больше возможность пройти в эту связь, в эту изначальную природу. То есть это было настолько глубоко и сильно передача. И потом, когда он переходил, я также это чувствовала и видела.
И даже когда он переходил, он настолько сильно давал вот этот опыт всем, кто хотел получить, то есть как проходить из этого измерения, как проходить в пространство изначального измерения. И когда он перешел, делая практики, я обнаружила, что эта связь стала настолько больше, и присутствие настолько огромнее. Я поняла, что даже его тело, оно ограничивало его в проявлении. И когда он вернулся в изначальное пространство, то его сознание, его дух настолько сильно проявлен в поле. И то есть вот этот опыт, который я получила через него, что увидеть и чувствовать вот эту связь, ну, то есть, которая проявляется гораздо сильнее, гораздо больше с тем, когда он ушел. И нам важно вот эту связь с божественным сознанием, ее восстанавливать сейчас. Что бы ни проходило, какие бы опыты мы ни проживали, какую бы боль мы ни испытывали, потерянность, нам важно действительно обретать это состояние, обретать это единство. Так что я буду делиться своим опытом, способностями, практиками. То есть пока я здесь. И, естественно, продолжать также делать открытые медитации, встречаться и поддерживать друг друга, и поддерживать поле Земли. Мир нашим душам, мир нашему дому и мир планете. Я благодарю всех за это присутствие и вот это соединение через сердце, через душу, через сознание. Обнимаю с огромной любовью всех. До следующих встреч. Мы не расстаемся. Как только вы вспоминаете, как только мы вспоминаем, мы вместе. Давайте распознавать это пространство, где мы постоянно вместе. Вне времени, вне тела, где наша душа все время созвучна. Спасибо большое. До следующих встреч.